Всем привет! Сегодня еще один самодельный трактор с двигателем ВАЗ-2106. Давно его хотел поснимать. Хозяин был против. Ну, тогда он еще был без кабины. А сейчас он вот такие доработки у него. Каркас кабины с Беларус 320. Ну, он доработал навеску, сделал. Вот сейчас мы с гидравликой немножко мучаемся. Стоит распределитель, вроде бы во всех тракторах работает 320-х, но так уже неудобно к клапанам подлезть. Такие тоненькие трубочки для меня непривычно. У меня все шланги на 22, 24, 27, а тут такое тонкое, даже не знаю, как оно вообще в 320-м работает. Ну, в общем, пока что вот такой общий вид. Трактор в процессе. Ноль эмоций, да? Ну-ка за ним попробуй. Не, так как и было, да? Вообще не подумал. Ну, пока ж масла тут нету. Подсос. Гудит насос. Медленно, да? Не газуй. Не поднимаешь вообще. Итак, двигатель. Родная КПП. Здесь переходник сделан на коробку ГАЗ-69. Трехступенчатую. Дальше. Тут как нам рассмотреть. С КПП идет цепь. И на обрезанный, суженный УАЗовский мост. Ну, диски стоят с МТЗ 80/20. Ну и резина газоновская пока что. Так, что здесь? Ну, по навеске гидроцилиндр. Такой здоровенный там. Гидроцилиндр. Система рычагов. Ну и тут такие растяжки. Клин самодельный и прицепной подлегковой прицеп. Так, что здесь? Насос на гидравлику с ГУРа. ЗИЛ-130. Гидробак с 320-го. Ну и так, кабина, как тут показать? Ну, рама самодельная, все понятно. Кабину уже подгоняли, раму немного тут переделывали. Подкрепление кабины. Сидушка такая. Панель с 320-го. Вот так тут. Педали сцепления. Педаль тормоза и педаль подачи топлива. Да, рулевая колонка шестерочная, вазовская. Здесь карданами. Рулевое посередине стоит. Ну а мост передний получается самодельный. И вот механизм поворота колес как сделан. Шкварня, но я не знаю, что шкварня. Но это уже переделано так было. Передние колеса на 13. Ось качалки так вот.
Ну, в принципе, здесь так надежно сделано. Закроем капот. Прикроем, вернее. Ну, издалека он так практически 320-й белорус получается. Ну, нормально. В общем, техника интересная. Каждый делает по своему усмотрению и из того, из чего есть возможность. Но в целом так смотрится, конечно, прикольно. Так, с гидравликой мы не разобрались. Не знаю, в чем причина. В общем, поднимается гидравлика только на весь газ, и стоишь уже на навеске, она не поднимается. Ну, думали клапан. Клапан притерли. Можно еще его посмотреть завтра на станке. Лучше шлифануть. Но дело в том, что она и у плавающем положении навеска не опускается. Стоим вдвоем, только тогда медленно-медленно начинает у плавающем положении опускаться. Так, что тут? Все как бы вход-выход родные с 320-го, как они шли, трактора, шланги на цилиндр вот такие вот. Где тут? Вот подача, обратка. Я думал, может, обратка с этого, с распределителя, и подача тонкая. Вот она идет, обратка и подача на гидрораспределитель. Я думал, может, они, ну, тонкие. Но дело в том, что они такие же родные с 320-го. Вот подача с бака на насос, ну, нормально. И подача на распределитель пошла. А вот это обратка. Ну, обратка штатная. Как я говорю, с 320-го. И такая вот проблема непонятная. Что-то до меня еще не доперло. Ну, по поводу подъема, ладно, клапан шлифанется. Думаю, с подъемом разберемся. А вот по поводу опускания навески, что-то непонятное, я с таким первый раз столкнулся. Ну и по поводу насоса. У меня на первом тракторе такой насос стоял. Кто помнит, трактор с двигателем Москвич, у Михаила такой же насос стоит, там подключен дозатор и распределитель, все работает. И на тракторе с двигателем Мерседес такой же насос стоит, и все работает. Двухкорпусный плуг поднимается, и поднимается картофелякопалка, даже с борозны вместе с землей и с картошкой. Так что к насосу претензий нету, тем более меняли один, потом второй насос ставили, проблема не ушла. Но, ну вот с этой стороны так покажу. Так что, ребята, кто что сталкивался, пишите в комментариях. Что-то там, может, Андрей Ярославцев подскажет, что-то я не пойму. Да, и просит меня хозяин трактора отдать резину 140. Как бы я и не против отдать, но у меня просто запасного колеса нету. Покрышки с 82-го, хоть какой лысый, ну, чтобы без порезов. Ну да, хотя бы 140 сюда покрышки было бы получше. Ну, посмотрю, может, помогу человеку. Помогать надо в жизни друг другу. Ну так все добротно сделано. В общем, сняли
часть, где клапана были. Да, тут, да, клапана покажу. Это в верхней части стоял. Ну, видно, что не забито. Этот клапан-то Андрею Ярославцеву как раз позвонил, пообщался. Ну, это вот седло клапана. Тут еще ничего не забито. Вот так вот видно вам, да? Ну, сейчас вторую часть клапана, этот распределителя. Что там? Такая вот хрень с никами там непонятными. Ты хоть помнишь, какой стороной она стояла? Найдем. Там же вход и выход. В общем, корнягу боком чуть-чуть. Все там чисто. Ну да, грязи нет. Ну, видишь, она не сквозная, да? Там каналы это наточилишь. Тут вот это обратка, а это подача. Что тут у нас? Пойдем компрессором, может. С двух холодильниковых компрессоров. А тут серьезно. Не то, что у меня с одного. А зато не слышно, да? На работе заводишь? Зато медленно работает. Ну, медленно. Я же тебе говорю, большой ресивер медленно будет. Ну, катает же. Сколько ты, на сколько давление отрегулировал? 8. Ну, 8 атмосфер. Ну, это полдня катать надо. Не, ну чуть меньше, ладно. Верю. Я когда испытывал, прятал все за угол. Чтоб не бахнул. Ну, заодно и компрессор посмотрим. Чистки самодельные тоже. Раз. Ну, все. Классно сделано. А вид из окна вообще обалденный. Это из гаража такой вид. А тут прикол, сейчас покажу. Вот видно, сверху колечко резиновое стоит, да? Вот, а здесь вот так отверстия нету. Потом вот здесь предпоследнее отверстие есть, а тут в распределителе видно, что нету, просто глухая стенка. Собрали до кучи. Ну, что-то терзают смутное сомнение о нас, что дело было не здесь. Медленно, медленно. Опять, да, это ерунда. А что, не поднимал на холостом? Не? Стал поднимать? Не, ну это ерунда. Не, ерунда. Самое интересное, что у плавающего вот еле, да, принудительная, а у плавающего вообще не опускается. Чудо даться, я не могу понять, в чем проблема. Ну ладно, там на подъем клапан там залег, тому подобное. Но это на подъем, остановишь, и он не поднимает. А на опускание вообще не опускается, плавающий. Только принудительно.
Ну вот, начало работать. Это секцию перекинули, а мы мучились. Но это я сейчас клапан отпустил, а то двигатель глох. Сейчас я попробую встать. Ну-ка, на подъем. Все, мой вес поднимает. Пойдет так? Это ты еще не газуешь, больше не надо, да? Это на холостых. Плавающая? Плавающая не хочет. Вот с плавающим на заглушенном работает. Вот сейчас на подъем, это на опускание. Но мы еще перекидывали шланг.